Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему «Разговор с его душой». Участвовать у нас сегодня будет мой авторский оракул. Вот такой, вот этот, вот он у нас. И будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет в описании под видео. Выбирайте свою позицию. И давайте приступим. Что же хочет сказать вам ваш загаданный человек именно сейчас? Так, первая позиция, первый вариант. Разговор с его душой. Что он хочет сказать вам сейчас? Что бы хотел человек сказать единичкам? Я люблю тебя. Единички. Но здесь, наверное, дополнения будут излишни. Так, давайте посмотрим, что бы он еще хотел вам рассказать. Ну, в первую очередь, хотел бы признаться в любви. Ему очень нравится то, что между вами происходит. Порой ему приходится сдерживать свои чувства, эмоции, приводить их в баланс, да, чтобы его не уносило, чтобы он не терял голову. Но, тем не менее, его чувства к вам, они очень осознанные, они взвешенные, они такие, какими он хотел бы их видеть. Ему нравится то, что происходит между вами. И смотрите, шестерка кубков – это какие-то моменты, связанные с прошлым. Либо же ваши отношения длятся уже не первый день, не первый год, да, либо вы знакомы достаточно давно, и вот эти моменты из прошлого, они имеют для него огромное значение. Либо вы ему напоминаете какого-то дорогого человека, которому он доверяет, да, и, соответственно, он доверяет и вам, сравнивая вас вот с тем самым дорогим ему человеком. Не обязательно это какая-то любовная история, это может быть просто близкий человек, которому он проникся вот всем сердцем, всей душой, и теперь что-то подобное он испытывает по отношению к вам. Ну, здесь на самом деле очень прочная основа ваших отношений. Четверка жезлов. Очень часто выпадает четверка жезлов на семью, на человека, с которым вы вместе живете. В любом случае, это карта стабильности, это стабильные отношения, это то, что нельзя разрушить. Более того, ваши отношения, они ведут к процветанию. Прекрасные карты. Он считает, что между вами есть стабильность, и если вы еще не живете вместе, то вполне настроен на то, чтобы прийти к этому, к совместному проживанию, к семье, к прочным отношениям. Вам нужно развиваться, и вам нужно идти в сторону семейного счастья. Карта солнышко, это, знаете, вот традиционно карта семьи, любви, детей, карта искренности, карта счастья. И порой он даже просто, вот знаете, чувствует себя таким вот ребенком, чувствует себя тем человеком, который вот просто счастливчик, да, именно поэтому ему приходится иногда спускаться с небес на землю, да, чтобы у него просто как-то вот заземлиться, да, получилось, чтобы ему не улетать куда-то там в облака мыслями. Что еще хочет сказать? Он будет стараться идти к каким-то новым победам ради вас, завоевывать вас, да, покорять, постоянно стремиться к тому, чтобы в ваших отношениях не было скуки, чтобы было постоянное развитие, чтобы было движение вперед. И он делает это совершенно искренне. Порой он просто, знаете, вот бездумно подвергается каким-то эмоциям, он очень вас ревнует, он готов все преграды на пути свернуть, только для того, чтобы вот именно достичь желаемой цели. А какая у него цель? Ну, здесь семья уже выпадала, да, совместное проживание. Какая цель? В ближайшем будущем, какая у него цель в отношениях с вами?
В ближайшем... Двойка кубков. В ближайшее время хочет общения с вами, свидания с вами, любви. Хочет больше огня от вас. Хочет больше какой-то активности от вас. Какого-то предложения он от вас ждет. Смотрите, вы либо в чем-то должны ему уступить. Вероятнее всего, он просил вас о чем-то. И ждет того, чтобы вы пошли к нему навстречу. Ждет того, чтобы вы сделали те шаги, о которых он вас просил. Давайте финальные. Первая позиция прекрасная, просто не добавить, не убавить. Смотрите, идите вперед, вам нужны перемены. Вам нельзя стоять на месте, иначе будет разочарование, огорчение какое-то, да. И важно уметь понимать, что очень многое зависит от вас, да, то есть когда все хорошо, когда все безоблачно, это прекрасно, но важно стремиться к переменам для того, чтобы не жалеть потом о потерянных шансах, о каких-то упущенных возможностях. Если человек обижал вас чем-то, то он полностью признает свою вину, признает все свои ошибки. Он понимает, что нужно двигаться дальше с вами, нужно идти к тем переменам, которые принесут вам счастье. Он понимает, что вы ему по судьбе, старается контролировать ситуацию, да, держать, то есть под контролем, чтобы не упустить вот это счастье из рук. Считает, что дороги открыты и нужно выходить обязательно на новый уровень. Единственное, что вот может ждать от вас какой-то реакции, да, вот Луна — это карта некой такой двойственности, и это карта женской энергии. Не зря у нас выпадала здесь жезловая королева, в данном случае это вы. Он ждет каких-то шагов от вас. Вот то, что вы ему обещали, то, о чем он вас просил, постарайтесь ему дать, иначе будете жалеть об упущенных шансах, об упущенных возможностях, потому что здесь вот именно куй железа пока горячо. Единички — прекрасная позиция, и дай бог, чтобы так все дальше и продолжалось. Благодарю единичек за просмотр. Итак, давайте посмотрим, что у нас у двоечек, что хотят сказать двоечкам. Что он хочет вам сказать? Разговор с его душой. Давайте поговорим. Мне сложно себя контролировать. В чем ему сложно себя контролировать? Что здесь такого? Давайте посмотрим. Почему сложно себя контролировать? Боится. Очень много страхов. Ревность. Нужно бороться с какими-то препятствиями. Он очень ревнует. Он хочет развития ваших отношений, но он очень боится. Почему боится? Почему боишься? Вы знаете, скорее всего, вы либо на расстоянии находитесь, либо предстоит какая-то разлука. Да? Восьмерка кубков — это нахождение на дистанции. И он переживает, что в момент разлуки может случиться что-то такое, что будет способствовать вот этому как раз-таки ревностному состоянию. Боится разрушения. Боится разрушения. Он понимает, что между вами любовь. Он понимает, что у вас очень сильные чувства. Но либо вот стоите на пороге ссоры, да, она может случиться, либо уже были какие-то ссоры, которые приводили к каким-то последствиям не очень положительным, к негативным. И он старается этого избежать. Смотрите, очень многих здесь отыграется то, что кто-то из вас не свободен, да, четверка жезлов, карта семьи, а между вами вот именно тайные отношения. Здесь у двоечек, скорее всего, треугольник, и в этом вся загвоздка. Здесь ни в коем случае не хочет человек вас терять, но понимает, что большего он вам дать не может. И именно поэтому у него вот такая ситуация, когда он и себя не может контролировать, и ситуацию не может контролировать до конца. А чего он хочет? Давайте посмотрим. Чего он хочет вообще от вас? Тайных отношений. Да, отношений,
о которых никто не будет знать. Совершенно верно. И вы можете сопротивляться этим отношениям. Чего он ждет от вас? Давайте посмотрим. Прям вот от ваших поступков. Он хочет, чтобы вы согласились на такие отношения. Возможно, вы в ссоре находитесь, однозначно хочет примирения. Он хочет, чтобы вы вышли на связь. Он ждет того, что либо вы дадите ему шанс, либо воспользуетесь вы каким-то шансом. Но здесь вот именно треугольная ситуация, да, когда есть третьи лица, между вами сложная ситуация, либо ссора, конфликт, либо на пороге ссоры стоите. И, скорее всего, вы здесь холодны, вы здесь неприступны. Он очень хочет вашей благосклонности. Он очень хочет вашей благосклонности. Милосердие хочет, он хочет понимания, он очень ждет. Он понимает, что ситуация разрешится, ему никуда не деться. Карта император, либо вы замужем, либо он женат, он никуда не денется из этой роли, он вашего супруга никак не подвинет, но он очень хочет того, чтобы вы на эти треугольные отношения согласились. Что чувствует к вам, давайте посмотрим. Луна, он скучает, он зависим от вас эмоционально, он действительно не может себя контролировать. Вы для него целый мир, вы для него вся вселенная. У многих действительно отыграется расстояние и боль прошлых каких-то ошибок, но вы для него очень значимы, вы какую-то власть над ним имеете. Вот именно вот эта женская лунная энергия, энергия ночи, когда он вас желает, когда он томится, когда вас долго не видит, когда вы просто вот... как будто околдовали его, да, вот эта тайная власть над ним, она просто вводит его в то состояние, когда очень много страхов, зависимость от обстоятельств и невозможность что-то поделать. И он очень хочет, чтобы вы согласились на те условия, которые он может вам предложить, потому что ничего большего он сделать не может. Но здесь чувство, причем до умопомрачения, он просто одержим вами. Вы для него вся вселенная, и те моменты, когда у вас случаются несостыковки, они причиняют ему безумную боль. Давайте совет для вас посмотрим. Как вам себя вести двоечкам с ним? Держите ситуацию под контролем. Если на расстоянии, поезжайте. Нужны перемены. Но нужен новый виток в ваших отношениях. Но здесь, знаете, как будут перемены? Когда вот прям звезды сойдутся. Колесо фортуны. Отпускайте ситуацию, но держите руку на пульсе. И ловите момент, когда вот настанет определенного рода стечение обстоятельств, где можно будет что-то поменять и дать вашим отношениям новый виток. Не томите. Если в ссоре, обязательно миритесь. Не держите его в долгом ожидании. Давайте ему шанс. Здесь действительно этот шанс человеку нужен. Он вами просто одержим. Он от вас просто зависим эмоционально. Благодарю двоечек за просмотр. Идем к третьей позиции. Разговор с его душой. Что же он хочет сказать вам сегодня? Так, разговор с его душой. Будь моей женой. Так. Ну, человек намерен двигаться вперед. Колесница выпала сама из колоды. Колода заговорила у нас. Он понимает, что все в его руках, да, многое зависит от него. 3 старших аркана, прекрасно. Знаете, он четко видит те цели, которые он ставит для себя в отношениях с вами. И он будет контролировать ситуацию, он будет держать все в своих руках и двигаться вперед. Он не остановится ни перед чем. Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя. Он действительно рассчитывает на то, что ваши отношения будут долгими, благополучными, счастливыми. И он готов делать для вас все. Он готов делать для этого абсолютно все. Карта Иерофант, карта законного брака, совершенно верно. Он готов защищать то, что ему дорого. Вот он прям вот готов стоять стеной. Ему нравится даже состояние борьбы, ему нравятся даже трудности какие-то, которые возникают в отношениях. Ему даже нравятся те моменты, когда приходится воевать, сражаться. Его это, знаете, воодушевляет, это укрепляет в нем силу духа. Он верит в себя, он понимает, что он нужный. Он понимает, что ваш союз
Он именно такой, который должен быть. Шестерка Пентаклей – это карта взаимодействия. Вы ему даете необходимую энергию для того, чтобы чувствовать себя вот таким всемогущим. А он в ответ готов давать вам то, что необходимо вам. Он видит вас, королева Пентаклей, он видит вас вот именно своей супругой, однозначно. Он очень хочет с вами семью. Он очень хочет с вами семью. Так, 8 кубков. Вы знаете, у многих отыграется такая ситуация, когда вот из одной семьи переходим в другую. Либо планируют переехать от родителей, если вдруг с матерью его у вас некий конфликт, да, либо какое-то такое недопонимание, либо, ну, разные бывают ситуации, да, он планирует жить отдельно. Здесь потому что от одной семьи уходим и в другую семью приходим. Вот если вопрос, с кем жить, с родственниками, не с родственниками, будет жить с вами. Он уйдет из родного гнезда. Конечно, такая ситуация тоже может проигрываться, когда человек находится, либо вы находитесь в других отношениях, и он готов, вот для тех, у кого актуальны другие отношения, да, либо вы в других, либо он в других, он готов вас увести из другой семьи, либо сам готов уйти из тех отношений для того, чтобы с вами выстроить вот именно семью, да, потому что уход из одной семьи в другую. Здесь вот очень интересный такой тонкий момент, у всех по-разному отыграется, потому что расклад общий, но настроен действительно на семью с вами и настроен уйти отовсюду, откуда потребуется для того, чтобы создать вот этот союз с вами, действительно. Да, карта правосудия и страшный суд. Карта правосудия, страшный суд как раз, смотрите, вместе прям заключение либо расторжение брака. Вот если для того, чтобы вступить с вами в законный брак, потребуется оформление каких-то документов, в том числе и расторжение предыдущих отношений, то это здесь будет. Он настроен на это, он действительно на это настроен, да. Король мечей, он сломит все преграды, здесь действительно человек на это настроен. У кого все свободны, здесь однозначно и страшный суд, и правосудие, и рыцарь мечей. Здесь отыгрывается больше, ну вот тогда как с родственниками, да, какие-то разногласия, но он именно на официальные отношения с вами настроен. Несмотря на все условия, он готов к любого рода переменам. Да, шестерка мечей. Умеренность. Возможно, потребуется время, возможно, потребуется более длительный период для того, чтобы все вопросы решить, но он будет решать, и он будет решать очень обдуманно. Он будет решать очень взвешенно, он будет решать эти вопросы очень мудро. Смотрите. Скорее всего, придется вам чем-то пожертвовать, да, то есть он готов на жертвы ради вас, и вам, соответственно, важно понять, решить для себя, чего хотите вы, готовы ли вы идти на эти жертвы ради него, готовы ли вы на эти отношения, потому что манипуляция информацией и какие-то такие вот временные победы, они здесь не актуальны, они заведут в тупик, и здесь нужно играть по-честному, поэтому здесь он жертвует чем-то со своей стороны, вам нужно пожертвовать будет чем-то с вашей стороны, пойти на уступки. Именно в таком формате здесь продолжение возможно. Да. Угу. Здесь для того, чтобы все случилось, все получилось, нужно именно, вот знаете, принять условия друг друга. Но человек действительно настроен на серьезные отношения с вами. А давайте посмотрим на чувства его. Ну, если с женой-то, то здесь по чувствам понятно. Давайте еще раз спросим про чувства его к вам. Влюблен. Да, очень у многих отыграется то, что у кого-то была соперница, да, вот эта мечевая королева. Возможно, это, ну, у большинства здесь отыграется как бывшая жена. Присутствует она еще в его сердце, остатки эмоций к ней есть. В вас влюблен, но вы его настолько зацепили, здесь вот просто вы снесли ему голову. Здесь вот именно вы как будто его, знаете,
не то, что даже околдовали, а он даже объяснить не может, что с ним происходит. Вы просто его настолько зацепили, настолько вы поддели, что он готов распрощаться со всеми препятствиями, со всеми преградами и делать так, чтобы вы принадлежали ему. Он очень хочет действительно обладать вами. Будет обладать. Ну, здесь карты ранее говорили, то, что будет, все готов. Да, но здесь нужно что-то сначала закончить, и потом судьба вам даст шанс. Главное не бояться, и главное четко ставить перед собой цели. В таком случае у вас, троечки, все получится. Непростая ситуация, да. Конечно, предлагает он вам семью, предлагает он стать вашей женой, но у большинства здесь все-таки отыграется то, что человек из одних отношений уходит в другие, и это будет не совсем просто, это будет не так легко. Ой, как хотелось бы. Благодарю всех за просмотр. Карты летают. До встречи с вами в новом видео. Я благодарю всех за просмотр еще раз.